Что сложно найти нашему человеку за границей? Это сырники. Правильно. Но сырники сейчас уже в принципе можно найти, а вот друзья на дороге не валяются. И сегодняшний выпуск у меня посвящен адаптации в Испании. Такого не будет, особенно в Испании. Что это за волшебная школа, где ничего не задают? Либо в Макдональдс пойду работать, либо программистом. Значит, что как это так, вот все отдыхают, никто там не работает. Смотрела, как людей встречают. Идеальный способ адаптации. И сегодня у меня очаровательная гостья Татьяна, которая переехала из Латвии в Испанию. Она расскажет о том, как адаптироваться здесь, найти своих друзей, свое окружение, а также как адаптироваться ребенку в Испании. И также мы сегодня расскажем о футбольной секции в Испании. Заинтересовала? Поехали! Прежде чем начну рассказывать про себя, хотелось тебе сказать огромное спасибо и благодарность за такую возможность. Я знаю, что в Малаге ты являешься очень известным, популярным блогером. Благодаря твоему блогу очень многие получили ту информацию, которую они не знали или не могли получить до этого. Я знаю, что тебя смотрят не только в Испании, но и, в принципе, по всему миру, и даже в Латвии, и даже мои родители смотрят. Мам, пап, привет! Так что спасибо большое, и я надеюсь, что та информация и мой опыт поможет людям в дальнейшем. Да, я сама из Латвии. Приехали мы чуть-чуть меньше, чем 2 года назад. Переехала я с сыном, работаю в крупной международной IT-компании. И, в принципе, как получился наш переезд, вот завтра будет как раз ровно 2 года, как мы начали наше путешествие из Риги 1 мая. Мы сели в машину, я, мой сын, моя подруга, и мы поехали вот отпуск, на разведку, навестить наших друзей, которые живут в разных тоже частях Испании. Ну и вот за время поездки поняла, что Испания очень нравится, что комфортно, в принципе, здесь получается та жизнь, те возможности, которые мне нравятся, образ жизни, климат, естественно. На этой поездке ты была уже в Испании? Да, я была в Испании, в других частях, я не была на Коста-дель-Соль. Я в основном была вот Тенериф, Барселона, в тех местах, но больше как турист. Но Испания как бы, да, всегда привлекала, всегда нравилась, но что-то всегда останавливало, и там, не знаю, не хватало какой-то уверенности или каких-то возможностей, какие-то страхи и так далее. И вот за эту поездку, получается, я получила ответы на все свои вопросы. Я пожила вот у друзей, мы жили 1 месяц в Аликанте, потом мы приехали на месяц сюда вот в Малагу к друзьям, и вот как раз отвечая на вопрос, есть ли у меня здесь знакомые, то вот у меня была единственная вот знакомая, она тоже с мужем переехали по работе сюда, и мы приехали как бы их навестить. Вот, но в итоге остались у них не на месяц, а на 2,5, и за это время как раз получилось так, что я начала узнавать по поводу возможности переезда, по поводу релокации, по поводу работы, и получилось так, что я смогла договориться со своей компанией о переводе, то есть я работала в этой компании в Латвии и перевелась сюда. Это вообще замечательная возможность. Да. То есть ты успела пожить где-то порядка 3 месяцев в Испании уже не как турист, а Да. как обычный житель. Да. То есть ты смогла оценить плюсы и минусы, да, то, что ты можешь тут жить. Да. И как раз вот благодаря именно этому опыту, благодаря ковиду, в принципе, почему мы поехали, потому что был отпуск, работа удаленно, школа удаленно, была машина, были люди, которые нас звали в гости, поэтому все это сложилось, и мы приехали. Как раз, да, за эти 3 месяца получилось именно окунуться в жизнь непосредственно не как турист, а вот именно пожить, походить в магазины, даже какими-то службами воспользоваться, там, узнать немножко по поводу документов, по поводу врачей, школ и так далее. А ты узнавала, как все это на английском? Ты испанский же не знала до переезда? Нет, не знала. Я когда-то давно учила испанский, то есть такая база была немножко, но это, скажем, такая ресторанная база. Для выживания. Да, что-то заказать, что-то спросить, gracias, adiós.
вопрос. Вина хоть 100 лет сломалась. А для мужчин важная фраза, как называется? У нас cerveza. Пиво. У нас cerveza, да. Да. В основном, да, ну, английский, русский, тоже много вот знакомых, с кем, ну, точнее, в процессе уже начала знакомиться с людьми и от них получать какую-то информацию, но пробовать где-то тоже приходилось говорить на испанском. То есть ты, в принципе, не боялась, да, одна с сыном переезжать в чужую страну? Ну, конечно, боялась. Конечно, боялась, конечно, переживала, но я понимала, что, опять же, так как у меня работа здесь будет, я понимала, что в любом случае я буду здесь не одна, то есть мне кто-то сможет помочь, хотя у меня нет коллег именно в Малаге, у меня все коллеги либо в Барселоне, либо в Мадриде, офиса моей компании здесь нет, но я понимала хотя бы на удаленке, что если вдруг что там с документами, переводы и так далее, то как бы компания мне поможет. Потому что, мне кажется, главный, ну, у многих страх вообще переезда, особенно те, кто семьи с детьми. Ну, тем более, ты что-то одна. Да. Какой совет можешь дать людям, ну, кто вот боится именно переезжать, но реально рассматривать, может быть, Испанию или в другую страну? Ты как себя вообще готовила к этому? Да. Я считаю, что, опять же, это мой личный опыт, что главное понять, для чего вы переезжаете, почему вы переезжаете. То есть в моей ситуации было, это еще было 2 года назад, это был, в принципе, достаточно активный, как бы, ну, уже ковид заканчивался, но он еще присутствовал. Вот, но тогда не было вот таких ситуаций, как сейчас, что многие бегут, потому что война, потому что экономические ситуации там плохие в странах, там, или какие-то там другие политические моменты, которые людей не устраивают, поэтому они переезжают, как бы убегают. Я не убегала, я ехала целенаправленно, я ехала для того, чтобы улучшить уровень жизни для себя и своего ребенка. Я понимала, что эта страна мне нравится, что мне нравится язык, что в долгосрочной перспективе я понимала, что я буду, и я, в принципе, учу язык, это очень важно. И язык мне в том числе нравился, там, если сравнивать, ну, условно, там, переезжать в Германию или в Испанию, но мне чисто вот язык испанский, он, конечно, приятный, песни все эти, да, там, вообще образ жизни Испании очень откликается. А менталитет, то есть там же еще разные, не только немецкие и испанские, люди тоже разные. Да, но к тому, что я понимала, что вот этот вот образ жизни испанский, хотя некоторые тоже могут его ругать, не понимать, что как это так, вот все отдыхают, никто там не работает, там все медленно, все долго. Я понимала, что наоборот, мне этот вот образ жизни, он мне очень близок. Я сама по себе такая достаточно активная и люблю общение, люблю разные вечеринки, мероприятия, и поэтому это было близко. Вот. И поэтому, да, наверное, из совета, опять же, вот повторюсь, что важно понимать, для чего ты это делаешь, для чего. То есть и быть готовым к тому, что будут сложности, но все решаемо. То есть, опять же, может быть, не ожидать того, что все сложится вот так вот, что все будет... Быстро такого не будет. Да, такого не будет, особенно в Испании. В Испании достаточно все медленно, но если ты к этому морально готов, то тогда у тебя тоже не будет такого дополнительного стресса, что ой, там не получается, там мне надо сделать там срочно то-то, то-то, то-то. То есть, как говорят испанцы, транквило. Поко а поко. Да, поко а поко, да, степ-бай-степ, шаг за шагом. Таня, расскажи, а почему ты выбрала город именно Бенальмадена? Ты знаешь, наверное, так получилось. Я помню вот как раз в тот период, когда мы сюда приехали, отпуск на разведку, мы приехали сюда на пляж. И прошлись по вот Пуэрто-Марино, вообще мое самое любимое место теперь. Я вот просто пришла и вот посмотрела вокруг и такая думаю, вот это место, вот где бы мне хотелось жить. Вот просто вот на уровне ощущений я прям почувствовала, что мне здесь максимально комфортно, что мне нравится вот и природа, как-то люди, все так было спокойно, красиво. Плюс, опять же, мои друзья, которые живут здесь, у которых мы останавливались, они живут чуть-чуть подальше, 30 минут от меня, в городе, в горах Алаурен-эль-Гранде. И тоже по их рекомендациях они говорили, что вот Бенальмадена один из лучших городов здесь, на этом побережье, ну, в том плане, что не такое большое количество туристов, достаточно семейный, да, спокойный, может быть, даже здесь больше пенсионеров. Ну, то есть для жизни мне, как мамы одной воспитывающей ребенка, мне как раз вот эти факторы были очень важны, что это безопасно, спокойно, все достаточно в шаговой доступности, есть море, есть транспорт,
транспорт, есть магазины, рестораны, то есть в школы, тренировки, все, что Кстати, мне школа нужно. близко находится? Школа в итоге получилось, что немножко дальше, чем мы планировали, потому что мы подавали заявку на несколько школ, и там по приоритетам, то есть где было место, опять же, мы начинали учебу в середине года, с января вот он только пошел, мы приехали где-то в октябре, да, и вот он только через 3 месяца пошел. И в ту школу, в которую я изначально хотела, она ближайшая к дому, 10 минут пешком, мы в нее не попали. Мы попали чуть-чуть подальше, но на машине также 10 минут, поэтому, в принципе, мне все равно как бы удобно. Да, это комфортное Да. расстояние. Да, сейчас у меня даже ребенок уже, в принципе, уже и сам ходит. То есть первый год, конечно, я его возила, все время забирала, потому что боялась, переживала, как что там потеряется, еще где-то. Сейчас я понимаю, что тут очень безопасно, и все уже известно, все знаем, поэтому уже он даже сам ходит. Тань, но с темой сегодняшнего выпуска у нас в первую очередь адаптация в Испании, и это беспокоит очень многих людей, особенно тех, кто не знает испанский язык, ну ты же тоже, в принципе, его не знала, да, только английский. И вообще, как ты искала друзей, свое окружение? Да. Ситуация тоже, которую я очень хорошо помню. Вот первый день переезда мы приехали, эйфория, да, наконец-то. Там я добилась своей цели, все классно, Испания, все рады, все поддерживают. Легла спать, утром просыпаюсь. Абсолютно противоположное состояние. Думаю, боже, что я сделала, куда я приехала, я здесь одна, я никого не знаю, как я здесь буду, что мы будем делать, как мы будем общаться и так далее. В общем, все эти страхи и все эти мысли присутствовали, но потом я опять взяла себя в руки. Таня, успокойся, давай поступать конструктивно. Что ты можешь делать в этой ситуации? Я придумала, что было бы неплохо написать в группе, есть очень много разных групп вот, в Фейсбуке. В том числе я нашла там вот русские в Малаге, International People in Malaga. Вот в этих 2 группах я написала пост о том, поставила фотографии себя и ребенка, о том, что вот мы приехали, мы такие-то, такие-то, оттуда-то, занимаюсь этим, люблю то, ищем друзей, хотим общаться там, и так далее. Вот. И я была очень приятно удивлена, потому что я получила безумный отклик, огромную поддержку, хотя, опять же, ну, наблюдая, я до этого тоже читала разные группы, смотрела, как людей встречают. Facebook какой-то он вообще очень такой опасный в плане того, что если сравнить с Инстаграм, там как-то люди более доброжелательные, как по сравнению с Да. вами. И в Фейсбуке часто очень накидывают. Да, да. Про Facebook, да. И что я была в итоге очень приятно удивлена, как люди приняли меня, что очень много было позитивных комментариев, очень было много предложений, да, там, давай встретимся. Вот, и в итоге, да, там познакомилась вот с первыми людьми, с кем, в принципе, до сих пор общаюсь. Может быть, не так часто, но все равно мы как бы пересекаемся иногда. Вот, соответственно, потом где-то тоже в комментариях было про то, что вступай, там вот есть айтишная группа, потому что я написала, что я работаю в IT, и написали, что вот в Телеграме есть айтишная группа, я туда тоже подписалась, и, соответственно, там начались тоже там разные там встречи, мероприятия, когда предлагались, то я всегда была за то, чтобы посетить, приехать, познакомиться с людьми. Проходили в основном в Малаге? В Малаге, да, в основном в Малаге. Вот как раз Диана из Малаги, которая проводит квизы, вот мы с ней познакомились, тоже там какие-то вначале там барбекю, встречи, просто там в баре посидеть, пообщаться, познакомиться, ну и вот как-то так, как сказать, что человек за человеком, как-то события за событиями стали, соответственно, приходишь на мероприятие, знакомишься опять с человеком, вот, ну и вот таким образом как бы стало разрастаться мое как бы тут окружение, да, мое окружение, да, друзья, и сейчас действительно я чувствую вот спустя практически, да, 2 года, это как мы просто приехали, да, но вот именно как переехали жить где-то 1,5 года, я прям с уверенностью могу сказать, что здесь у меня есть настоящие друзья и очень хорошее окружение, и уже мы на таких, уже на таком уровне общения, что мы уже даже не просто там встречаемся, там какие-то там тусовки, а вот именно уже даже помогаем друг другу, там семьями, наши дети дружат, общаются, поэтому вот прям... Один из первых пунктов, после языка, то, что люди все боятся переезжать, потому что вся семья там остается, да, друзья остаются, да. и ты не знаешь, как ты будешь вообще себя чувствовать в этой стране.
Конечно, конечно, у меня тоже были переживания по этому поводу, но я себя опять же настраивала на то, что Таня, ты хороший человек, ты также будешь притягивать таких же людей, как и ты, поэтому, в принципе, я себя, да, настраивала только на хорошее, я знала, что люди в моей жизни появятся, и да, что все в итоге будет хорошо. Опять же, Большая молодец. спасибо. Опять же, вот могу сказать, что, ну, опять же, вот мой ребенок тоже достаточно активный, и тоже вот в Риге, может быть, за счет того, что тоже у нас поменялись несколько там садиков, он в 2 садика ходил, потом школа, он ходил на футбол, на дзюдо, соответственно, окружение тоже у него все время менялось, и мне кажется, за счет этого ему тоже это помогло, скажем, легче адаптироваться здесь, что опять как бы в новой стране, что он уже привык к тому, что люди меняются, что все время как бы новое окружение вокруг, или люди расширяются, наше окружение расширяется, да. Да, поэтому... Ну, то есть твой сын тоже, он быстро адаптировался. И как вообще, как ты считаешь, через несколько месяцев, через сколько прошло времени, что он считается, то, что он хорошо себя чувствует в Испании? Мне кажется, что вот как только он пошел в школу, это было вот в январе, опять же, это было в середине года, вот, наверное, может быть, спустя 2 месяца я уже по нему видела, что он уже достаточно себя комфортно чувствует, что он хочет идти в школу. Для меня это было очень важно, потому что чтобы не было такого, что ой, я не пойду, я боюсь, я стесняюсь, или меня там обижают. Нет, он шел в школу с удовольствием. Как ребенок, конечно, он ленился идти в школу, что не хотел из школы, потому что нужно учиться. Но в плане того, что окружение, я его, в принципе, практически каждый день спрашивала, как дела, как это, с кем пообщался, с кем познакомился, с кем общаешься. Вот. Опять же, в какой-то степени, наверное, повезло, что в нашем классе было несколько русскоязычных детей, вот, которые уже семьями тут живут достаточно давно, или даже дети уже родились тут, но просто родители наполовину русскоязычные, вот, и ему тоже помогали в процессе. И до переезда также я наняла ему учителя по испанскому онлайн, с которой он занимался полгода. А потом уже сюда, когда мы уже здесь приехали, они еще продолжали заниматься, но потом я поняла, что нужно поменять учителя, просто она была классная, она была замечательна, просто он стал лениться, он все время стал переходить на русский язык. То есть, потому что она понимала русский. Да, она учитель как бы билингвал, и она свободно говорит и по-русски, и по-испански. И вот он стал с ней лениться и начал говорить, да, больше на русском. И вот я нашла здесь учительницу, нашу Марию. И как ты ее нашла? Я в Google нашла, искала учителя испанского для экстранхерос. И какой-то мне выдал Google сайт TUS Classes. И да, вот там я ее нашла. И она сама испанка, и я вот именно хотела носителя языка, чтобы было минимум возможностей ему переходить на русский, ну и в том числе для себя. То есть эта учительница, она, да, она занимается с ним и со мной. То есть у нас вот раз в неделю урок, час с ним и час со мной. Вот, соответственно, сейчас... в самой школе ему тоже помогают как-то с испанским? Да, в школе помогают. У него помимо основных занятий, у него есть еще дополнительные уроки 2 раза в неделю. Во время уроков его берут на занятия испанского. Из, может быть, минусов того, что мне не очень нравится, это то, что его берут в разное время, то есть нету какого-то графика, и, допустим, у него есть еще дополнительный урок французский, и мы написали заявление, точнее, мне даже предложили написать заявление, отказаться от этого урока, потому что он иностранец, ему главный фокус на испанский, то есть дополнительный язык будет еще как бы сложно. Так вместо того, чтобы, допустим, во время французского его брать на испанский, его могут взять и во время математики, и во время там, других занятий, которые я считаю, что более важные, да. Тань, а какие отличия ты видишь латвийской школы от испанской за это время? Да, первое отличие — это то, что уроки проходят немножко по-другому. Здесь идет больше как парами. То есть у них, допустим, 3 пары. Как в Латвии у нас было 6 уроков, и эти все 6 уроков, они были разные. То здесь, получается, у тебя 3 урока, 2 математики, 2, допустим, лэнгуа, там 2 английского. Вот, и каждый день. То есть сразу 1,5 часа?
Да, перерыва? да, это вот, Мне да, кажется, такое. детям это очень сложно Да, усидеть. да, да. Но они, опять же, они в таком достаточно спокойном режиме, то есть они могут, ну, нет такого, что они сидят все время за партой, то есть им там могут включить даже какой-то фильм, допустим, да, или что-то они там могут как-то тоже там передохнуть и так далее. Но как бы я тоже спрашивала, переживала, как, ну, Дамир говорит, что ему, в принципе, ну, нормально, уже привык. И большая перемена у них получается только один раз в день, вот в 12:30, по-моему, у них они идут на большую перемену, они кушают, с собой еду приносят. И это вот второе отличие от латвийской школы, что в латвийской школе всегда были обеды, по-моему, даже завтраки были возможны, но обеды были, и опять же в Риге были бесплатные обеды. То есть здесь получается, что нужно брать еду с собой. И третье, наверное, такое самое большое отличие, это домашнее задание. Что их, в принципе, здесь как таковых нету, или очень мало, или они успевают делать в классе, да, то есть и он приходит, я у него всегда спрашиваю, там, какие домашние задания, я все сделал. Для меня вначале это тоже был такой как вот шок, как это ничего не задали, как это, что это за волшебная школа, где ничего не задают. Да, но да, потом, да, оказалось, что да, что они много успевают делать в школе или действительно задают мало, потому что они во время урока проходят. То есть они как-то вот не напрягают детей и в том числе родителей, потому что я думаю, что, наверное, у вас также было, что, в принципе, уроки это не для ребенка, а это для родителей. И это в Латвии это, конечно, спустя то, когда ты уже отучился в школе, университете, пошел работать, опять возвращаться в школу. Это было, конечно, вообще невыносимо. Я не тот родитель, который вот будет сидеть с ребенком, там, объяснять. Я наоборот, мне это очень тяжело дается. Мне проще там нанять, наверное, репетитора. Вот, поэтому в Испании для меня это тоже отличный бонус и прям действительно меньше стресса из-за этого, что мне не нужно вот участвовать в этом всем. Скажи, а на успеваемость он реально, то есть успевает пройти, то есть хорошо учится? Ну, я бы сказала, что он учится нормально, опять же, для его, наверное, ситуации, да, для иностранца, я считаю, что это приемлемо. Я тоже несколько раз общалась с учителями, писала, и, кстати, это вот, наверное, четвертая разница, что в Испании нету такого, ну, то есть тебе нужно зарезервировать встречу с учителем, чтобы с ним поговорить, либо в письменном виде через этот ИПАСен, это как электронный дневник, да, система. Была эта система в моей официальной школе языков. Она тоже, я так понимаю, она универсальная, потому что она государственная же школа относится, то есть как обычные, то есть хоть и для взрослых, также мы и пользовались. Да. И вот либо через этот ИПАСен ты общаешься с учителем. Вот в Латвии, допустим, всегда был номер учителя, можно было всегда ему позвонить, там в любое время, даже, ну, вечером в основном, конечно, потому что днем учитель в школе. Вот, то есть здесь немножко другая система. Опять же, мне было немножко неудобно, страшно и некомфортно, опять же, потому что я не знаю язык полностью, но вот я когда пришла на первую встречу, то есть я там заранее тоже примерно подготовила вопросы, которые я хочу задать, ну, на испанском, соответственно, у меня был наготове там Google Translate, если вдруг что перевести, но в принципе он, опять же, люди очень, что опять же, вот мне очень нравится в Испании, что они очень понимающе относятся к тому, что ты иностранец, и даже если ты не говоришь на испанском, но они видят, что ты стараешься, что ты хотя бы какие-то слова пытаешься говорить, то они, конечно, это очень как-то их располагает к тебе, и они, да, помогают. И бывают даже случаи, что если там мой испанский хуже, чем их английский, то они даже на английский переходят, хотя они тоже на английском практически не говорят, особенно в госучреждениях, но если они видят, что вот мне прям тяжело, они даже переходят, и мы на таком англо-испанском общаемся, да. Это реально подкупает. Да, еще, кстати, хотела сказать про школу, что помимо дополнительных уроков, которые вот 2 раза в неделю его забирают на урок, то вот, получается, он закончил полгода, когда мы приехали, и сейчас вот он в 6 классе, то есть его перевели на следующий год.
то здесь предложили, что давайте, ну, так как он иностранец, чтобы ему была еще дополнительная помощь. То есть после школы он еще приходит 2 раза в неделю, уже после учебы мы ездим на как бы дополнительные уроки. И в это время они вот как раз вот делают домашние задания. Вот я бы, наверное, сравнила, вот как в наших странах продленная группа. Вот что-то похожее, да. А это, получается, школа у тебя абсолютно бесплатная, да? Абсолютно бесплатно, да. Ну, обеды мы берем с собой. Ну да, да. Вот, а так все Нет, бесплатно. Такая помощь, то есть дополнительно всем иностранцам бесплатно. Да, это было, конечно, очень-очень приятно. И да, из того, что мы платим, это только какие-то дополнительные экскурсии, которые у них бывают, какие-то выездные экскурсии или какие-то походы там в театр, в музей, то, опять же, ну, цены очень как бы демократичные. А Дамир же у тебя еще спортсмен, футболист. Как вы вообще решили записать его в футбольную секцию? Он сам захотел? Да, ну, опять же, он занимался футболом и в Латвии, и он еще занимался дзюдо в Латвии. И когда мы сюда приехали, я ему дала на выбор тоже, ну, что ты хочешь, продолжать футбол или дзюдо. Он как-то сам выбрал футбол. В принципе, для меня это тоже было, скажем, на руку, потому что для меня было важно, чтобы была социализация. В футболе, соответственно, команда, тренера, поэтому как бы общение, да, идеально. Много людей вокруг, да, опять же, все на испанском, да, прям все погружение. Это идеальный способ адаптации. Да, это прям вот обязательно. Опять же, причем не только для детей, для взрослых тоже. Да. Идешь в секцию, знакомишься. Да. И опять же, для меня важно было там не его какие-то спортивные результаты, чтобы он там стал очередным там Месси, Рональдо и там знаменитым Серхио Рамосом или еще кем-то, да, для меня было важно, чтобы он просто был вот в этом окружении, в этом обществе и вот общался с детьми. Да, и то есть это было первое, что мы сделали после переезда. Я записала его в футбольную школу. Опять же, мне тут тоже вот люди, с которыми я познакомилась в тех же там Facebook-группах, в Telegram-каналах, Телеграм-канале, в этих группах тоже были люди, которые откликнулись, которым, ну, я задавала вопросы, мне там рекомендовали. И тоже были люди, вот девушка, которая, допустим, со мной вот и в школу ездила подать заявление, то есть я ее попросила, потому что там было, чтобы она мне перевела, да, заполнить именно само заявление, плюс она мне тоже порекомендовала школы, которые, ну, в нашем районе. Скажи, а были ли какие-то отборы, вот когда записывала футбольную секцию? Как такового отбора не было. Мы когда пришли, просто зарегистрировались, пообщались с тренером. Тренер нас пригласил на пробную тренировку для того, чтобы просто определить его уровень и в какую группу его направить. И после этого, в принципе, мы пришли на пробную тренировку, остались на целую тренировку, и все. Теперь он занимается, да? И ему очень нравится? Да, очень нравится. И здесь как-то вот опять же за счет, наверное, вот этой вот атмосферы футбольной и, возможно, то, что вот возраст у него уже сейчас как раз такой более осознанный, то он стал вот прям искренне интересоваться футболом, сейчас сам занимается, не хочет пропускать ни одну тренировку, с удовольствием ездит на соревнования. Дамир, расскажи, ты ходишь в футбольную секцию здесь, в Бенальмадене? Да. Как у тебя твоя команда называется? Бенальмадене Атлетико. Это самый главный клуб Бенальмадене, да? Да. И сколько ты уже лет занимаешься в нем? 1 год и где-то 6 месяцев. Тебе нравится? Да. И как часто ты ходишь вообще на тренировки? Ну, 3 раза в неделю, в понедельник, в среду и пятницу, и иногда по выходным там турниры. Турниры, да? У тебя часто, да, сейчас каждые выходные? Ну, кроме этих, потому что там праздник какой-то, типа, будет. И сейчас твоя команда занимает хорошее место? Ну, 3-е. До этого были 2-ми, и то даже 1-ми. В будущем хочешь стать футболистом? Ну, если получится, так либо в Макдональдс пойду работать, либо программистом. Как мама, да? Но не знаю, потому что программистом сложно быть. То есть ты прекрасно понимаешь сейчас уже испанский спокойно, да? С тренером? Ну, тренера, да, и остальных тоже. Ну, не прям, что прям все понимаю, но да, уже нормально. Да? Ну, и просто для общения, типа, да. То есть ты себя чувствуешь абсолютно комфортно? Да. Вообще супер, супер. Ну, удачи тебе в твоем футбольном увлечении. Да. И победе в твоей команде. Да.
Спасибо. Да, я сейчас пойду в Макдональдс. Давай. Танюш, ты живешь тут еще не так много, да, в принципе, 1,5 года, но для тебя вообще на данный момент какие плюсы и минусы Испании? Вот кратко, там, допустим, 3 плюса, 3 минуса, Да. какие можешь назвать? 3 плюса — это, конечно, климат, это атмосфера, покой, спокойствие, доброжелательный народ, люди. Третье, опять же, ну это вот я, наверное, про конкретно Малагу, это опять же возможности вот для меня дальнейшего какого-то развития, роста, наличия компаний, и очень много компаний сюда переезжают, вот именно переносят свои офисы. IT-хаб, это Да, для меня, поэтому вот это место для меня, оно прям идеально. Из минусов, на самом деле, их нет? ну, их нет, опять же, потому что я уже как бы к ним готова, привыкла, я уже ничего не ожидаю, я уже там не психую, и как бы все уже приняла так, как это есть. Но из такого, что периодически меня вот прям, да, мне не нравится, это узкие улицы, но это, опять же, это, наверное, наши городки маленькие, очень узенькие улочки, очень маленькие парковки, и вот все время переживаю, как где припарковаться, и... Да, есть уже места, куда я знаю, что я точно не поеду, потому что там будет просто не проехать. Второй, может быть, это опять же вот еда. Еда к тому, что раньше я, наоборот, очень хотела, и мне нравятся все эти морепродукты, и испанская кухня в целом мне как бы нравится, но я скучаю все равно по вот латвийской своей кухне. Вот, поэтому, но, опять же, зная, что здесь нету, может быть, так много мест такой кухни, то я начала готовить. Хэштег Таня хозяйка. Это у тебя тоже появилось, я думаю. Да, это у меня здесь очень появилось, что у меня прям открылась какая-то кулинарная чакра, что я прям стала готовить много здесь дома, потому что, ну, в Латвии, опять же, там нас двое, не все, ну, там я, бывает, приготовлю, но иногда проще пойти куда-то там в кафе, и там съесть этот суп или там салат, который я люблю, чем готовить дома. То есть здесь такой возможности нет, поэтому готовлю. Ну, фактически вот у тебя, да, такие минусы. Да, ну вот, да, остальное, в принципе, даже я говорю, что медлительность или вот эти задержки, я говорю, что я уже к ним настолько привыкла, поэтому я знаю, что если я куда-то иду, если мне что-то надо, то, скорее всего, я вернусь туда, что это займет какое-то время, то есть я уже к этому отношусь просто спокойно. Философски, как испанцы. Да, ура, я испанка. Остался еще такой в темный цвет покраситься, чтобы совсем испанский. Да, не исключено. Знаешь, мы, девушки, всегда меняем наши образы, поэтому... Да, вдруг. И платье фламенко, да? Да. Готовишься к ферри? К ферри вот прям как готовиться нет, по-правильному нет, но вообще, да, пойду. Очень мне нравится это мероприятие. Тебя Испания, я так вижу, очень устраивает, но я всем своим гостям задаю всегда такой вопрос. Хотела бы ты в будущем поменять страну? Переехать, может, из Испании в какое-то другое место? Да. Я задавала себе вопрос такой же, и мне мои друзья и родители также это спрашивают. Я скажу так, что на ближайшие 5, возможно, 10 лет меня устраивает, опять же, пока ребенок учится, возможно, когда он подрастет, там, поступит в университет, уедет в другой город, в другую страну, я, возможно, что-то тоже поменяю. Пока что меня все устраивает, но, опять же, я не исключаю, что, может быть, что-то, опять же, поменяется в будущем. Опять же, всякое в жизни бывает, и вон и пандемия, и войны, и какие-то там климатические изменения, что... Сейчас, да, сложно планировать. Да, конечно. Да. Пока что вот на данный момент, да, меня полностью все устраивает, и ближайшее будущее я вижу здесь. Дальше поживем, увидим. Живем здесь и сейчас. Да, именно. Тань, спасибо большое тебе за интервью, что ты поделилась своими лайфхаками, как адаптироваться в Испании, как найти друзей, как у тебя адаптировался твой сын, ну и как он ходит в футбольную секцию. Я думаю, всем это было очень интересно и могут применить, если кто хочет переезжать в Испанию, ну, не знаю, твои способы. Да. Спасибо тебе большое, мне тоже очень приятно, огромная честь для меня, и я действительно надеюсь, что мой опыт и то, чем я поделилась, поможет в будущем
подписчикам. И, опять же, наверное, такое мое последнее напутственное пожелание, особенно я буду, наверное, сейчас обращаться к женщинам и к женщинам, которые воспитывают детей одни, чтобы, опять же, не боялись, пробовали, что всегда найдутся и возможности, и найдутся те люди, которые вас поддержат. И, опять же, на своем опыте я показываю, рассказываю, что и мама, воспитывающая одна ребенка, может сделать большие изменения в своей жизни к лучшему. Все возможно. Да, не бойтесь, Мечтайте, вперед. Мечтайте. Да. И встретимся в следующем видео. Адьос, пока. Так,